рассказать про то, как на Ricoh GR3, ну, наверное, и на второй версии тоже, собственно, как можно делать фотографии с двойной экспозицией. Честно скажу, пока освоил самые простые способы, то есть, ну, вертикально-горизонтально, делаем фотографию, переворачиваем, и получается прикольный снимок. Вот мой помощник, Ricoh GR3. Ну и, собственно, смотрим, как можно делать эти истории. Сейчас покажу. Вот перед нами вот эта вот красота, высотка с фонтаном, хорошо подсвечена. Пробуем сделать двойную экспозицию в разных вариациях. Колесики на вот этом с управлением. Нажимаем вправо и выбираем пункт с двойной экспозицией. Значит, можно выбирать разные вариации. Нажимаем кнопку FN. Есть варианты, как накладывать одно изображение на другое. Усреднение, сложение или яркий. Выбираем усреднение, потому что он максимально похож на то, что мы делаем в фотошопе. Выбираем, наводим. Как можно делать? Значит, либо мы делаем горизонтально, то есть мы наводим на объект и оставляем место чуть-чуть, чтобы можно было сделать зеркальный вариант. Один сняли. Фотоаппарат предлагает сделать еще один снимок. Выбираем, переворачиваем фотоаппарат. И вот сейчас попробую показать на темном фоне, как это дело все выглядит. То есть вот у нас сформирован один снимок, да, вот он на экране, и он у нас накладывается на снимок, который мы можем сделать, перевернув фотоаппарат. Конечно, не очень удобно делать одной рукой, но мы можем вот выстраивать композицию, накладывать одно на другое, или смещать, или как-то делать под углом, и делаем второй снимок. Вот я, конечно, сделал чуть по-другому, то есть это другой снимок, да, то есть не то, что я сейчас показывал, но примерно то же самое. Вот что получается, если сделать, отзеркалить. То есть это можно, в принципе, делать и в различных программах. Это можно делать в фотошопе, а можно делать сразу на фотоаппарате. Вот это один вариант. Вот второй вариант, да. Можно вот то, что я говорил, делать под углом. Вот такой вот эффект, как на игральной карте, по сути. Вот у нас высотка отзеркальная по углам с двух сторон. Вот можно делать такие. Дальше покажу еще варианты фотографий, которые я делал в другое время, в другом месте, но по той же самой технике.